Пока внимание мировых медиа сосредоточено на лесных пожарах и климатических температурных рекордах, на юге Европы, на итальянском острове Сицилия, началось новое мощное извержение вулкана Этна. После 3 недель относительного затишья, в ночь на 30 июля, приборы Национального института геофизики и вулканологии Италии зафиксировали резкий всплеск подземных толчков и вулканического тремора. Буквально через несколько часов из вершинного кратера Ворожина, расположенного на высоте около 3000 метров, начался интенсивный выброс лавы и пепла. Интенсивность процесса оказалась настолько высокой, что Тулузский центр слежения за вулканическим пеплом выдал авиации красный уровень опасности. Вулканологи называют это явление пароксизмом. Это фаза максимальной активности, когда внутри магматического очага резко возрастает давление газов. Газ выталкивает жидкую магму наружу, создавая эффект гигантского шампанского. В ночь на 30 июля высота лавовых фонтанов из кратера Ворожины достигала по разным оценкам от 500 метров до 1 километра. Днем активность не прекратилась, а перешла в стадию сильной эксплозии. Вулкан выбросил колоссальный столб пепла. Из-за сильного северо-западного ветра этот шлейф направил тонны вулканической пыли в сторону жилых районов. Больше всего пострадал сицилийский город Бронте, расположенный у подножия. Вулканический пепел — это мельчайшие частицы базальтового стекла и горных пород. Местные службы экстренно ввели ограничения на скорость движения автомобилей до 30 км в час, так как пепел создает на асфальте эффект гололеда, а поднимаемая колесами пыль снижает видимость. Главным последствием извержения стала частичная приостановка воздушного движения. Международный аэропорт катания Фонтана-Росса, который является ключевым узлом для Южной Италии, оказался в зоне риска. Почему вулканический пепел так опасен для гражданской авиации? Дело в том, что температура внутри работающего турбореактивного двигателя пассажирского лайнера превышает 1400 градусов Цельсия. Когда частицы вулканического пепла попадают внутрь двигателя, они плавятся. В жидком состоянии этот материал покрывает лопатки турбины и забивает отверстия. Остывая в более холодных частях двигателя, затвердевает, что приводит к остановке двигателя прямо в воздухе. Именно поэтому руководство аэропорта приняло решение временно приостановить прием и отправку рейсов в моменты наибольшей плотности облака. Десятки самолетов были перенаправлены в Палермо или на остров Мальта, что вызвало сбои в авиадвижении по всей Европе. Этна — это самый высокий и самый активный действующий вулкан в Европе. Его высота составляет около 3357 метров, хотя она постоянно меняется после каждого крупного извержения. В отличие от многих других вулканов, у Этны нет одного фиксированного жерла. У нее есть 4 центральных кратера — Бокка-Нуова, Северо-Восточный, Юго-Восточный и, собственно, Ворожины, который и устроил текущее извержение. Кроме того, на склонах горы находится более 300 боковых вентиляционных отверстий.
Текущее извержение ученые называют эффузивно-эксплозивным. Это означает, что вулкан одновременно и взрывается, выбрасывая пепел, и изливает жидкую лаву. Итальянские вулканологи отмечают, что состав магмы в этот раз характеризуется высокой вязкостью и большим содержанием газов. Это заставляет магму двигаться медленнее по склонам, но увеличивает силу взрывов в самом кратере. Согласно заявлениям ученых, острая фаза извержения немного снизила свою интенсивность. Столб пепла опустился, а ветер начал уносить остатки облака в сторону Ионического моря, что позволило аэропорту Катания постепенно возобновить работу в штатном режиме. Тем не менее, служба гражданской защиты Италии сохраняет в регионе желтый уровень готовности. Сейсмические датчики продолжают фиксировать так называемый инфразвуковой тремор. Это гул и микроколебания, которые указывают на то, что огромные массы магмы на глубине от 2 до 4 километров все еще находятся в движении. Ученые не исключают, что в ближайшие дни может открыться новая трещина на более низких высотах. Если это произойдет, лавовые потоки могут подойти ближе к туристическим маршрутам и лесной зоне. Для жителей Сицилии подобное поведение Этны – это часть повседневной жизни. Склоны вулкана невероятно плодородны благодаря вулканическому пеплу, богатому минералами. Здесь выращивают знаменитые сицилийские апельсины и виноград, а сам вулкан привлекает сотни тысяч туристов ежегодно. Текущие события на Сицилии – это напоминание о том, что наша планета динамична, а геологические процессы идут своим чередом независимо от человека.